100 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч, 800. Привет, это Георгий Албуров. И у меня на столе лежит 800 тысяч рублей. И я собираюсь умно ими распорядиться. Но давайте подумаем, куда я могу их инвестировать. Деньги ляжку жмут, понимаете? Куда? Вот проблема. Конкретно вот эти деньги, скорее всего, никуда, потому что я их на принтере распечатал. Но если бы у меня были настоящие 800 тысяч, то я мог бы купить, например, 4 новеньких айфона или 10-летнюю Ладу с пробегом 140 тысяч километров. Но это все, согласитесь, какие-то глупости. И правильно было бы потратить эти деньги на собственное жилье. Например, внести как первый взнос по ипотеке. О доме надо думать. Открываем калькулятор, вписываем наши 800 тысяч, платить будем 30 лет по 58 тысяч рублей в месяц и можем идти выбирать себе квартиру за 4 миллиона. Правда, совсем небольшую и не в Москве, но хоть какое-то собственное жилье будет. Ну а если ипотеку взять не получится, то 800 тысяч рублей хватит вот на такой домик на окраине города Крымск в Краснодарском крае. 24,5 квадратных метра. Ремонта нет, газа нет, канализации нет, санузел вообще на улице. Ничего нормального, конечно, на 800 тысяч рублей не купишь. Любой, кто просто приценивался к квартирам в любом регионе России, это прекрасно понимает. Но иногда, если полистать получше, то на рынке отечественной недвижимости можно найти отличные предложения. И купить за 800 тысяч рублей настоящий дворец. Не верите? Спросите Аркадия Романовича Ротенберга. Это находка. Место шикарное. Вы там вчера были. Как вам там? Потому что именно столько, как мы выяснили, он заплатил за знаменитый дворец Владимира Путина под Геленджиком. Да, он действительно его купил. Правда, уже после нашего расследования. Нет, апарт-отель здесь так и не построили. Но приключения знаменитого путинского дворца в Просковеевке продолжаются. Вот ты будешь отвечать за это. Мы снова изучили документы, снова проследили за деньгами и обнаружили, на что теперь тратятся геленджикские миллиарды. И в этот раз это не золото и мрамор и шикарные интерьеры, а это художественная гимнастика. Путин строил свой дворец в Геленджике примерно 20 лет. Мы называли этот объект самой большой взяткой в мире, и это правда. Но кроме этого, это еще и самая большая частная стройка в мире. Общая площадь земли там 7 тысяч гектар, это как 39 княжеств Монако. И там же не только знаменитый гигантский дворец построили, там еще и подземный хоккейный комплекс стоит, который построить, а точнее врыть в землю стоит дороже и сложнее, чем сам дворец. На территории есть храм, там разбиты сады, построены дороги и мосты. Есть еще огромное здание ресторанного комплекса на 5 с лишним тысяч квадратных метров с кинотеатром, караоке-кальянной, бильярдной, сигарной, итальянским рестораном, паназиатским рестораном и даже пивная собственная там есть. Вино здесь подают с собственных виноделин, а их ведь тоже надо было построить. То есть разбить виноградники, завести сырье, технику, иностранных специалистов, завод построить в конце концов. Чтобы вы понимали просто сложность инженерных решений. Вот тут, в скале, для Путина пробили тоннель с лифтом, на котором можно спуститься к морю. И даже в самом море нужно было строить. Там возвели причал для яхт и волнорезы. Масштаб этой стройки, просто сложно осознать. Он сопоставим со строительством, скорее города, а не поместья или дворца. А ведь отделка потом, ведь все должно быть под стать хозяину. Вот просто один пример. Гостиные комнаты во дворце Владимира Путина. Одна с военной тематикой, а другая с морской. И в каждой из них висит по 2 люстры. Почти по 50 миллионов рублей за одну штуку, а там их 4. И вот после этого всего, после того, как были построены и отделаны сотни, если не тысячи помещений, после покупки, наверное, самых дорогих в мире люстр по $1 миллион каждая, все равно остались деньги.
То, что просто не удалось потратить, как ни старались. Я так примерно представлял себе, что это будет. Мы изучили свежие банковские проводки фирмы, которая платила за стройку дворца Путина. И обнаружили там колоссальные непотраченные остатки. А именно 6,5 миллиардов рублей. Чьи это деньги? Куда они делись и что с ними стало? Это очень интересная история, которая в очередной раз приводит нас прямиком к настоящему хозяину дворца. Не будем показывать пальцем. Давайте быстро вспомним, как там в Геленджике все устроено. Дворец оформлен на фирму «Комплекс», которая в свою очередь принадлежит фирме «Бином», которая принадлежит еще одной фирме «Инвестиционные решения». А акционерами инвестиционных решений были 3 старинных и доверенных друга Владимира Путина. Первый – это юрист Николай Егоров, с которым Путин сидел рядом на лекциях в университете. Второй – это бизнесмен Ильгам Рагимов, который тоже учился с Путиным в Ленинградском университете и даже занимался вместе с ним дзюдо. Их с Путиным общий тренер вспоминал, что Рагимов часто бывал в гостях у Путина дома и даже был знаком с его мамой. А Путин часто оставался ночевать в общежитии, где жил Рагимов. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее. Да. И третий человек, Виктор Хмарин, он не только друг и однокурсник, он вообще родственник, муж двоюродной сестры Владимира Путина. 76-летний Хмарин, кстати, недавно угодил в скандал. Он разбился на лодке, когда отдыхал с эскортницами и лидером Солнцевского ПГ, который, кстати, утонул. Деньги на стройку шли по этой же цепочке. Инвестиционные решения получали займы от анонимных офшоров с британских Виргинских островов. Передавали деньги такими же займами Биному, а Бином уже Комплексу, который и оплачивал непосредственно строительные работы. После нашего расследования в 2021 году, я уверен, вы все помните, появился 4-й старинный друг Владимира Путина и поспешил выручить президента, которого поймали на самой большой взятке в мире. Сейчас уже это будет теперь не секрет. Я являюсь бенефициаром. Их план заключался в том, чтобы вы перестали верить собственным глазам и решили, что все это никакой не путинский дворец, а просто гостиница. Мы хотим там построить апарт-отель. А какое время назад вы приобрели? Это было несколько лет назад, это было приобретено. Это видео, на котором Ротенберг говорил, что купил апарт-отель несколько лет назад, было показано в эфире 30 января 2021 года. Ничем на тот момент он, естественно, не владел. Ни несколько лет, ни несколько месяцев, ни одного дня он не владел. Собственником дворца он станет только 2 месяца спустя, 31 марта 2021 года. Как мы видим по банковским проводкам, Ротенберг за 800 тысяч рублей купил 100% акций фирмы Бином у инвестиционных решений. И, соответственно, теперь дворец полностью принадлежит ему. А дальше несколько лет дворец еще достраивали, перестраивали, ремонтировали, взвели там, например, такую нужную в любой гостинице вещь, как домашнюю часовню с иконой святого князя Владимира. Кстати, видео того, что там сейчас внутри, вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. И в результате, по нашим оценкам, году так к 2023-му стройку точно закончили. После финальных расчетов вот тут у инвестиционных решений образовался остаток, сдача. Неизрасходованные средства, называйте, в общем, как хотите. Это 6,5 миллиардов рублей. Ничего себе. Да, здорово. И если бы эта фирма действительно принадлежала формальным акционерам Егорову и Рагимову, то они, наверное, просто бы забрали эти деньги себе, потратили бы на что-то другое, выбили, инвестировали, положили бы в конце концов на какой-нибудь счет. Но они этого не делают, потому что они отдают эти деньги Алине Кабаевой, спутнице жизни и матери детей Владимира Путина. 4 апреля 2023 года компания «Инвестиционные решения» пожертвовала 500 миллионов рублей фонду Алины Кабаевой. 1 ноября еще 2,5 миллиарда. То есть всего 3. Такие возможности. Фонд у нас не государственный, фонд у нас это частные деньги, это частные пожертвования. Чем занимается фонд Алины Кабаевой, понять достаточно сложно. Последняя новость на их сайте датирована 12 января 2022 года. Алина Кабаева поздравляет всех с Новым годом и Рождеством. Чуть больше информации о деятельности есть в отчетах, подписанных самой Кабаевой. Но там даже приблизительно нет никаких потраченных миллиардов.
Вот, например, они оказывают некую помощь гимнастам. Прекрасное дело, тут нечего сказать. Но на это ушло только 3,5 миллиона рублей, то есть 0,1% от полученных денег. В 10 раз больше, 31 миллион, фонд потратил на реконструкцию храма в Крыму. Потом сама Кабаева приезжала туда сфотографироваться в платочке. Спасибо, кто жертвовал в наш фонд. Мы все большая команда, и, как говорится, мы вместе победим. 260 миллионов ушло на фестиваль художественной гимнастики «Алина». Этот фестиваль проводится с 2009 года и посвящен в первую очередь Алине Кабаевой, а во вторую уже, собственно, художественной гимнастике. Спасибо всем, кто верит в наше будущее. Всем удачи, до новых встреч! Фотографии оттуда часто попадают в светскую хронику. То Кабаева появится в платье-гербе, то выйдет на сцену явно глубоко беременной. Но теперь вот мы узнали, как минимум последние 2 года это мероприятие проводится на те же деньги, на которые строился Путинский дворец в Геленджике. Правда, на это уходит меньше 10% денег фонда. Основную часть Кабаева просто положила на депозитный счет и получает проценты. 225 миллионов в 2024 году. Я самая счастливая. Но это еще не все. У Алины Кабаевой есть еще один фонд, который получил даже больше денег, оставшихся от дворца. Фонд называется «Небесная Грация». Ему инвестиционные решения пожертвовали еще 3,5 миллиарда сдачи с дворца. Из точно такого же отчета за подписью Кабаевой видим, что за 2 года этот фонд потратил почти 500 миллионов рублей на другое мероприятие имени Кабаевой. Турнир по художественной гимнастике «Небесная Грация». Уникальный турнир проводится с 2021 года по инициативе нашей прославленной олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Есть и более неожиданные траты денег, оставшихся от дворца. Например, в декабре 2023 года фонд «Небесная Грация» потратил больше 30 миллионов на продукцию императорской петерговской фабрики. Эта фабрика не производит ленточки или булавы. Она не имеет вообще никакого отношения к художественной гимнастике. Тут производят часы. Почти по 2 миллиона рублей за штуку. Корпус часов делают из золота 750-й пробы. Задняя стенка закрыта сапфировым стеклом, через которую видно механизм ручной работы и выгравированное вручную изображение двуглавого орла. Мне кажется, я знаю человека, которому такие часы точно понравятся. Это Владимир Путин. Я вообще очень люблю делать подарки. У него как минимум 2 модели от этой фабрики. На одной специально для него полностью поменяли римские цифры на арабские. А вторая модель более классическая, но тоже сделана по индивидуальному заказу. У президента Путина что-то с часами, судя по всему, с их креплением. И он, в прямом смысле слова, из подручных инструментов решил сделать все сам. Заметно, что иногда даже применяя силу. Сдача с дворца в Геленджике была также потрачена и на организацию спортивных сборов. Достаточно, правда, специфических и необычных. Они проходили на Валдае, в 1,5 километрах от резиденции Путина. И в них участвовали юные гимнасты, которые занимаются не художественной гимнастикой, а спортивной. Цель у этих сборов была одна – развлечь общением со сверстниками детей Путина и Кабаевой, которые практически безвылазно живут в резиденции и занимаются спортивной гимнастикой. Мне очень понравилось. Алексей Немов, олимпийский чемпион, все подсказывает. Мне понравилось, что он у каждого побывал, подсказал каждому. Но как и в случае с фондом Алины Кабаевой, основную часть полученных от дворца денег фонд «Небесная Грация» держит на депозитах. В 2024 году они получили 435 миллионов рублей в виде процентов от банковских вкладов. Чтобы вы понимали масштаб, это больше, чем весь бюджет официальной Федерации гимнастики России. Кабаева могла бы лично всю федерацию полностью содержать, исключительно процентными выплатами по вкладам. Но я сказала ни за что, никогда в жизни. Так что можно абсолютно точно сказать, спорт здесь абсолютно ни при чем. Никакой масштабной благотворительностью и реальной помощью спортсменам Кабаева и ее фонды не занимаются. Если изучить все поступления и все траты обоих фондов Кабаевой, то становится очевидно. Это просто кошельки, на которые друзья Путина переводят Кабаевой деньги на развлечения, на покупки, на хобби под видом благотворительности. Каждый что-то вносил в свое только хорошее. Вот.
Поэтому я хорошая. Что, конечно, вызывает отдельную, особенную ярость. Самый известный в России благотворительный фонд «Подари жизнь» в 2023 году сумел собрать 2 миллиарда рублей. 377 тысяч человек скидывались. А фондом Кабаевой просто так перевели 6 миллиардов, в 3 раза больше. Иногда так хорошо, что даже боишься, что тебе так хорошо. А вот Русфонд. Его сборы смс-ками вы каждый день видите по телевизору. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Так вот, они собрали 1,5 миллиарда. На 5 миллиардов меньше, чем пылится на счетах Кабаевой. К сборам «Подари жизнь» и Русфонда можно добавить еще фонд Хабенского, фонд «Дом с маяком», фонд «Вера», и все равно они все суммарно за 2023 год собрали меньше, чем сдача со дворца, которая досталась Алине Кабаевой. А к хорошему быстро привыкаешь. 6,5 миллиардов могло бы хватить на то, чтобы спасти жизни тысячам детей, вылечить десятки тысяч больных, закупить оборудование, оплатить самые дорогие в мире лекарства. На 6,5 миллиардов можно построить университет или пару больниц. Но это понимаем мы с вами. А Путин, он настолько оторвался от реальности, что для него это какие-то копейки, которые остались после крупной покупки. Мелочь, которую просто, надо отдать на булавки жене. На ее развлечение, чтобы она не сидела дома целыми днями, а пару раз в год устраивала турниры в свою честь. И радовала его небольшими подарочками за десятки миллионов. Я думаю, что это не важно, кто больше делает подарок. Уже подарок, что он у меня есть в моей жизни. Путин давно живет в своей собственной реальности, в которой человеческие жизни не стоят вообще ничего. В которой на одну люстру можно потратить больше денег, чем вообще обычный, обворованный им россиянин заработает за всю жизнь. Менять это он не планирует. Наоборот, с каждым годом он ворует все отчаяннее и наглее. Еще 5 лет назад Путин лично оправдывался за дворец. Пускал в свой дом пропагандистов с камерами, выставлял Ротенберга на посмешище с тем самым апарт-отелем. А сейчас он просто берет и дарит деньги, на которые он строил дворец, своей любовнице. И дальше будет только хуже. Нет никакого способа этот процесс развернуть. Он планирует воровать и править бесконечно. В России прямо сейчас блокируют последние соцсети и мессенджеры. WhatsApp уже не работает, YouTube смотреть невозможно. Очередь дошла и до Телеграма. Это делается в том числе ради того, чтобы такую информацию, такие расследования было невозможно прочитать и посмотреть. Чтобы загнать всех в идеальный вакуум, в пространство полной цензуры. Знаете, на советскую кухню, где рост цен на ЖКХ можно будет обсудить только шепотом. Давайте этому сопротивляться. Пожалуйста, не молчите, не поддавайтесь злу и помогайте распространять правду. Покажите это видео своим друзьям и знакомым. Поставьте лайк. Пусть его посмотрит как можно больше людей. Подписывайтесь на этот канал, здесь говорят правду.